Всем привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня поделимся с вами рецептом магии в чашке горячего молока. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу, которая добавит еще немного уюта в волшебную атмосферу зимнего вечера. Для создания бомбочек мы купили вот такие поликарбонатные формы. Они бывают с различным рельефом. Приобрести их можно в кондитерском магазине либо на Wildberries. Внутри бомбочки будут наполняться маршмеллоу и какао. Подойдет Nesquik и другие подобные аналоги хорошо растворимого какао. Если есть возможность приобрести какао с пониженным содержанием сахара и такой же хорошо растворимый, будет замечательно, так как молочный шоколад сам по себе сладкий, и таким образом вы сможете уменьшить сладость напитка. Для создания оболочки шоколадная глазурь не подойдет, нужен именно шоколад, который нужно затемперировать. Если этого не сделать, после застывания он будет очень плохо выходить из формы, быстро таять, получится хрупким и матовым. Поэтому будем обязательно темперировать. Если вы делаете для себя дома, возможно, не нужно темперировать, но тогда поликарбонатные формы вам не подойдут, так как из них будет почти нереально достать незатемперированный шоколад. Но в таком случае можно использовать силиконовые формы наподобие таких. Они бывают различных диаметров, либо также можете придумать что-то подручное. Шоколад совсем не обязательно брать дорогой, мы будем использовать обычный с продуктового магазина. Главное, чтобы он был качественным. У нас в металлической миске уже шоколадки фирмы Коммунарка и Спартак. Теперь будем растапливать на водяной бане. Миску устанавливаем на кастрюльку с водой так, чтобы она дном не прикасалась к кипящей воде, иначе шоколад будет сильно нагреваться. Ставим кастрюльку на средний огонь, вода начнет нагреваться, а от пара снизу шоколад будет плавиться. Обязательно помешиваем. Помните, что шоколад очень легко перегреть. Не допускайте повышения температуры выше 45 градусов, поэтому не включайте сильный нагрев, пусть он топится медленно. У нас еще не растопился до конца, но температура уже показывает местами 42 градуса, поэтому снимаем с нагрева и помешиваем немного без водяной бани, чтобы температура больше не поднималась. Когда весь шоколад растопился, нужно быстро опустить температуру массы. Для этого устанавливаем миску с шоколадом на что-то холодное. В нашем случае это пакет с замороженными ягодами. При использовании металлической миски шоколад начинает быстро остывать. Чтобы на дне не образовались комочки застывшего шоколада, нужно его постоянно энергично мешать, хорошо проходясь по дну лопаткой. Для данного процесса используем только силиконовые лопатки. Они будут полностью снимать шоколад с дна и с боковых поверхностей. Основная идея темперирования заключается в нагревании и охлаждении шоколада до определенных температур, благодаря чему масло какао затвердевает в определенной кристаллической структуре, что не позволяет шоколаду быстро таять, дает ему блеск и твердость. Перед вами схема темперирования для разных видов шоколада. Так как мы используем молочный шоколад, нужно опустить температуру до 27 градусов. Постоянно мешаем, периодически проверяя ее термометром. У нас температура уже показывает 26,3 градуса. Убираем наши ягоды, и таким шоколадом уже можно работать. Обычно после темперирования шоколад еще немного нагревают, доводя его до удобной текучести. Но нам сейчас будет удобно работать с слегка густоватым шоколадом, поэтому подогревать мы его уже не будем. Если все же на данном этапе у вас шоколад окажется густым, поставьте миску на ковш с теплой водой и мешайте. От теплоты консистенция шоколада станет более текучей, но в данном процессе также обязательно контролируйте температуру, так как если она повысится выше 30 градусов, кристаллическая решетка разрушится и нужно будет повторить весь процесс темперирования заново. Заливаем в каждую ячейку и начинаем распределять, немного постукивая и потрясывая форму так, чтобы все края полусфер хорошо заполнились шоколадом. Чтобы он хорошо распределился с каждой стороны формы, можно взять какой-то предмет и помочь им заполнить пустоты. Мы сейчас топили шоколад с запасом, так как из остатков потом еще будем делать декор для тортика. На одну шоколадную форму диаметром 6 см у нас уходит около 40 грамм шоколада. Но нужно растапливать с запасом, так работать будет удобнее. Переворачиваем форму и постукиваем для того, чтобы излишки вытекли обратно в миску. Если шоколадная оболочка получится слишком толстой, то напиток в итоге выйдет очень сладким. Поэтому максимально стрясаем лишнее обратно в миску. После темперирования мы не доводили шоколад до нужной рабочей консистенции. Если бы мы это сделали, то на данном этапе он был бы жидковатый и слой в бомбочке получился слишком тонкий. И в итоге бомбочка была бы хрупкой. Можно в таком случае
заливать 2 слоя шоколада в формочку, несколько этапов. Но для того, чтобы сделать это побыстрее, мы заливаем все одним слоем, но более густой консистенции. Излишки снимаем шпателем и отправляем в холодильник примерно на 15 минут для застывания. Со второй формой будет работать тяжелее за счет того, что шоколад начинает опускать свою температуру и становится более густым. Поэтому работать нужно очень быстро. Можно чем-то сверху постучать по форме, чтобы излишки густого шоколада лучше стекали. Также снимаем излишки шпателем, проверяем, чтобы по краям со всех сторон был залит шоколад и не было пустот. Также отправляем в холодильник для стабилизации. У нас уже шоколад застыл, и визуально можно увидеть, с какой ячейки легко достанется полусфера. А там, где шоколад сильно прилегает к форме, немного надавливаем и видим, как внутрь проникает воздух. Таким образом, мы помогаем выйти шоколаду из формы. Аккуратно освобождаем каждую ячейку. Если бы мы залили незатемперированный шоколад в такие формы, на данном этапе достать бы ничего не получилось. Шоколад был бы очень хрупким и ломался бы прямо в форме. На данном этапе работы с шоколадом обязательно одеваем перчатки, так как от теплых рук он будет подтаивать и образуются отпечатки на поверхности. А перчатки предотвращают это. Одну полусферу у нас никак не получилось достать, и край, к сожалению, сломался. Но мы все же постараемся чуть позже починить это. Теперь нам нужно соединить каждую половинку. Чтобы это сделать, мы будем использовать горячую тарелку из микроволновки. Берем одну половинку, прикладываем ее к горячей тарелке и вот таким образом немного разглаживаем край, чтобы сгладить все неровности. Эту же половинку будем наполнять сейчас маршмеллоу и кладем количество какао, необходимое для одной кружки. Теперь берем вторую половинку сферы, прикладываем ее к горячей тарелке, подплавливая край. И сразу же прикладываем к половинке с наполнением. Чтобы шарики сейчас не катались, можно поставить их в ту же форму до момента застывания. Повторяем все те же действия с другими элементами. Разравниваем край первой полусферы, кладем какао, добавляем маршмеллоу, подтапливаем край другой полусферы и склеиваем их между собой. Ту полусферу, которая сломалась, также будем использовать. Берем целую половинку, наполняем ее содержимым, сверху накрываем поломанной половинкой, а тот элемент, который сломался, приклеим таким же образом. Немного растопим край и прикладываем его в нужное место. Готовые бомбочки отправим сейчас в холодильник на пару минут. Для придания блеска добавим немного перламутра. Верхушки покроем разведенным в спирте золотым кондурином. Готовые бомбочки кладем в коробку. У нас она размером 15 на 15 сантиметров. И можно отправлять на презент, либо сразу же в кружку горячего молока.
Вот такой интересный шоколадный напиток можно подарить близким на рождественские праздники, а дети такие бомбочки просто обожают. Надеемся, это видео было полезным и поможет вам сделать интересный подарок и украсить времяпрепровождение с вашими детками. А еще хотели бы поздравить вас с Новым годом и Рождеством. Пусть Новый год принесет в ваше дома счастье, любовь и положительные эмоции. Спасибо, что остаетесь с нами. С наилучшими пожеланиями, ваша студия кондитерского искусства «Сестры». И не забывайте поставить нам лайк. До новых встреч!